Самолет-призрак. 4 апреля 1943 года бомбардировщик Б-24 «Леди Бигуд» взлетает с базы в Ливии. Экипаж из 9 человек выполняет свой первый боевой вылет. Цель – Неаполь. Они должны сбросить бомбы и вернуться назад. Легкое дело? Но так ли все на самом деле? После атаки на город «Леди Бигуд» берет курс на авиабазу. Но над Средиземным морем начинается песчаная буря. Автоматический радиопеленгатор выходит из строя. Самолет пролетает мимо базы. Экипаж этого не замечает. Они летят дальше, вглубь Африки. 2 часа в воздухе. Последние капли топлива. Экипаж решает прыгать, парашюты раскрываются в ночи, а «Леди Бигуд» продолжал свой полет. Бесхозная машина пронеслась еще 16 миль, прежде чем рухнуть в море песка. Экипаж оказывается посреди пустыни. Они идут на север. День за днем. Тела находят только спустя 17 лет. 5 мертвых рядом друг с другом. Остальные еще дальше. Последний из пилотов прошел больше 200 миль. А «Леди Бигуд» ее нашли случайно, спустя 15 лет после исчезновения. Самолет выглядел так, будто только что приземлился. Радиостанция работала, в оружии были патроны. Даже вода на борту сохранилась, ее детали отправили на другие самолеты. И тогда началось нечто странное. Один Б-24 потерпел крушение, другой отказал прямо в полете. Одна из машин взорвалась в воздухе. Все, что взяли у «Леди Бигуд», приносило только смерть. Призрачная армия. Вторая мировая война. Фронт пылает. Для союзников важна каждая минута, но вместо новых дивизий они отправляют в бой призрачную армию, элитное подразделение, о котором не знали даже свои. Кто они? 1100 человек. Художники, актеры, инженеры, звукооператоры, рекрутированные в США. Их оружие – ложь. Их цель – обмануть Гитлера, заставить немецкое командование видеть несуществующие армии, отвлечь силы вермахта от настоящих боевых действий. Их танки были надувными, их солдаты – всего лишь голоса в радиоэфире. Они мастерски имитировали движение колонн, создавали фальшивые базы и даже записывали военные марши, чтобы заставить противника слышать несуществующую армию. Лето 1944-го. Высадка в Нормандии. Союзникам нужно время, и призрачная армия дает его. Ночью. Призраки зажигают ложные огни, изображая высадку войск. Немецкая артиллерия открывает огонь. По пустоте. 50 лет их история оставалась тайной. Лишь в 1996 мир узнал, что одно из самых любопытных и эффективных военных подразделений не сделало ни единого выстрела. Загадка гитлеровского колокола. Где-то в мрачных подземных лабораториях Третьего Рейха создавалось оружие, которое не должно было существовать. Гитлеровский колокол – таинственная разработка, о которой до сих пор ходят легенды. Первые упоминания о нем всплыли в конце 90-х. Польский журналист Игорь Витковский получил доступ к допросу одного из офицеров СС. Там говорилось о секретном объекте под названием Die Glocke – колокол. Что это было? Гигантская металлическая конструкция, похожая на колокол высотой в 15 футов. Внутри 2 свинцовых цилиндра, вращающихся в противоположных направлениях. Между ними неизвестное вещество ксерум-525. Фиолетовая жидкость, напоминающая ртуть. Когда колокол запускали, вокруг гасло электричество, радиус в 650 футов превращался в зону смерти. Кровь живых существ сворачивалась, растения теряли цвет, даже камень деформировался. Но что еще страшнее, люди, работавшие с устройством, погибали один за другим. Из 7 ученых, знавших его тайну, выжили лишь 2. А потом колокол исчез. Весной 1945 года его вывезли в неизвестном направлении. Все 62 ученых, имевших к нему доступ, были расстреляны. Следов не осталось. Исчезновение янтарной комнаты. Все началось в начале 18 века. Прусский король Фридрих Вильгельм первый преподнес подарок Петру I, комнату, стены которой были сделаны из солнечного камня, янтаря. Великолепие восхищало. Мастера потратили десятилетия, чтобы создать этот шедевр. Комнату называли 8-м чудом света, но в 1941 году пришли нацисты. Когда царское село было захвачено, они разобрали комнату всего за 48 часов. Панели отправили в Кёнигсберг, где они оказались в королевском замке. Затем пожар, паника, хаос. В 1945 Красная армия вошла в город. Но от янтарной комнаты не осталось и следа. Она исчезла. Есть теория, что реликвию затопили в Балтийском море. Весной 1945 года советская авиация потопила немецкий пароход «Карлслуэ». Он вез загадочный груз. Сегодня водолазы находят в его трюмах ящики. Что в них? Может быть, части янтарной комнаты? Другие уверены, сокровища спрятали в бункере последнего коменданта Кёнигсберга Отто Ляша. Ранее между бункером и королевским замком был тайный тоннель. Вдруг комната до сих пор там? А может, ее отправили дальше? В Польшу? В 1945 году нацисты спрятали поезд с золотом. В 2015 его следы нашли в окрестностях замка Ксенш.
А вместе с ним тайные документы. Что если янтарная комната путешествовала этим маршрутом? Английские архивы указывают на более зловещий конец. По одной из версий, комнаты уже не существует. Она сгорела в огне королевского замка в апреле 1945 года. Есть свидетельство, что ее видели в рыцарском зале, как раз там, где бушевало пламя. Но это лишь догадки. Если комната действительно сгорела, почему в отчетах советских поисковых групп об этом нет ни слова? Может, кто-то скрыл правду? Или же след янтарной комнаты все еще ведет нас к невероятной находке? История Цутому Ямагути. 6 августа. Цутому Ямагути стоит на верфи. Молодой инженер, 29 лет, работает в Mitsubishi. Все лето в командировке, строит нефтяной танкер. Небо ясное. Вдруг звук моторов. Высоко в воздухе американский бомбардировщик. И что-то падает с парашютом. Мгновение, и мир разрывается вспышкой. Ямагути едва успевает прыгнуть в яму. Волна настигает его, поднимает и швыряет в сторону. Верфь всего в 2 милях от эпицентра. Он теряет сознание. Очнувшись, почти ничего не видит. Лицо и плечи обожжены, в ушах звон, в ней грибовидное облако. Хиросима исчезла. Он чудом добирается до укрытия. Там 2 коллег. Они живы. Перевязки, боль, обугленные тела вокруг. Но поезд все еще ходит. С трудом, но он садится в вагон. Куда? Домой. В Нагасаки. 8 августа врач с трудом узнает его. Обожженный, потрясенный, но живой. Утром 9-го Ямагути приходит на работу, докладывает начальнику. Одна бомба уничтожила целый город. Тот не верит. Внезапно вспышка. Вторая за 3 дня. Он бросается в укрытие. Снова. Как в кошмарном сне. Цутому в радиусе 2 миль от эпицентра. Опять. Цутому побежал домой. Семья успела укрыться в туннеле. Они живы, но город в огне. 15 августа Япония капитулировала. Но Ямагути все равно. Он единственный человек, официально признанный пережившим обе бомбардировки. Прожил 93 года. Выпустил мемуары. Даже снимался в фильме. Путешествовал по миру, повторяя одно. Никогда, никогда больше. Последняя надежда Японской империи. К началу 1942 года Тихий океан был потерян для союзников. Япония мечтала установить блокаду западного побережья Америки. Но даже несмотря на победы, сам континент оставался недосягаемым. В феврале того же года адмирал Ямамото подписал приговор Соединенным Штатам. Проект подводных авианосцев Сентоку. Гигантские субмарины, способные преодолевать 25 тысяч миль, оставаться в море 4 месяца и нести 3 боевых самолета. Они могли нанести удар в любой точке земного шара. Первые лодки сошли со стапелей, но время работало против Японии. Война приближалась к концу, ресурсы таяли. Из 18 запланированных субмарин построили лишь 5. Одна была уничтожена налетом авиации, другую переделали в подводный танкер. Последняя надежда империи исчезала, но они выбрали новую цель – Панамский канал. Подлодки должны были обойти Африку, скрытно выйти в Атлантику и уничтожить шлюзы. Но шансов не осталось. Американцы нарастили оборону. Командование отменило операцию. Последним шансом был отчаянный рейд на американский флот. Летчики получили приказ атаковать врага методами камикадзе. Но 15 августа 1945 года Япония капитулировала. Приказ уничтожить все. На А-401 самолеты поставили на катапульту и выбросили за борт. Командир Аридзуми не выдержал и застрелился. Американцы захватили субмарины, изучили их и потопили в открытом море, чтобы не делиться секретами с Советским Союзом. Так, последняя надежда Японии исчезла в океанской бездне. Собаки против танков. Зима 1941-го. Стальные гиганты Катятся по заснеженной земле Советского Союза, обычное оружие не справляется. Но у Красной Армии есть нечто иное. У них есть собаки, обученные бою. Их начинали готовить задолго до войны. В московской школе дрессировки собак учили спасать людей, носить медикаменты, передавать сообщения. Но вскоре их цели изменились. Из помощников они превратились в оружие. Одноразовое. Метод был прост. Собак морили голодом и учили искать еду под танком. Потом закрепляли на них 12 килограммов взрывчатки. На спину деревянный рычаг. Стоило собаке забежать под броню, как рычаг касался днища и провоцировал взрыв. Первая атака – хаос. Немцы открыли огонь, одни собаки убегали обратно в советские окопы, другие метались по полю, третьи все же достигли цели. Танки взлетали на воздух. К счастью для собак, этот метод быстро забросили, оружие оказалось непредсказуемым. Солдаты презирали его, они не могли смотреть, как четвероногие бойцы идут на смерть. Позже собаки воевали иначе. Находили раненых, приносили боеприпасы, служили верой и правдой. Но след той жуткой программы остался в истории навсегда. ННРБ. Мистическая организация Третьего Рейха. Слышали об НЛО в Третьем Рейхе? Да, вы не ослышались. В 1933 году
Герман Вирт взял на себя руководство таинственным институтом, который станет символом оккультных амбиций нацистов – Анненербе. Это было не просто научное учреждение, это было общество, нацеленное на изучение древних мифов и реликвий, оккультных знаний и магии. Все сотрудники получали эсэсовские звания, и их работа была направлена на одну цель – усилить военную мощь Третьего рейха. Экспедиции от Тибета до пустыни Гоби, исследования Грааля, алхимия и тайны ордена розенкрейцеров – все это стало частью их зловещей программы. Вскоре это общество стало управляться самим Генрихом Гиммлером. И вот одна из самых секретных операций этого института – операция Грааль. Гитлер был убежден, Святой Грааль не просто миф, а древний арийский артефакт, обладающий невероятной силой. Его обладатель получит абсолютную власть над миром. Нацисты искали этот артефакт с яростью, что перерастало в одержимость. Эсэсовские отряды рыскали по монастырям, замкам и частным коллекциям, но Грааль так и не был найден. Но в АННРБ занимались не только поиском реликвий. В АННРБ проводились самые настоящие эксперименты, в которых смешивались наука и магия, создание сверхчеловека, изучение философского камня, генетические опыты. Программа Lebensborn предусматривала рождение детей исключительно расово чистых, идеальных для элиты нового мира. И эти дети, по мнению нацистов, должны были стать хозяевами земли. Когда война подошла к концу, лидер АННРБ исчез, оставив лишь тайны и загадки, которые до сих пор не раскрыты. Но вопрос остается. Был ли это настоящий Гиммлер, который покончил с собой? Или кто-то другой? Последняя подводная лодка Гитлера 5 августа 1945 года в порту Мар-дель-Плата подводная лодка нацистской Германии У-977. Но почему эта лодка выбрала именно Южную Америку для сдачи? Почему корабль отправился в этот дальний, почти заповедный уголок мира? Подводники Ю-977 проходили тысячи миль, не имея карт, ориентируясь лишь по координатам, без дефицита продовольствия, без топливных проблем. Это казалось невозможным для того времени. Слухи не заставили себя ждать. Некоторые уверяли, что именно на этой подводной лодке вывезли Гитлера и его ближайших соратников. Аргентина, как страна, благосклонно относившаяся к Третьему рейху, могла стать прибежищем для высокопрофильных нацистов. Но никаких доказательств этого так и не было. Капитан этой подлодки, обер-лейтенант Вермут, предложил своей команде бежать в Аргентину, спасая свои жизни от неминуемой расправы, не осознавая, что впереди их ждут еще более странные события. Мистическое путешествие длилось 108 дней. И в один момент, когда Ю-977 приближалась к берегам Южной Америки, загадочная история стала еще более запутанной. Могла ли одна из этих подлодок быть замешана в затоплении бразильского крейсера «Бая»? Ответы на все эти вопросы так и остаются скрытыми, поглощенными морскими глубинами. отряд 731. В то время как мир занимался ядерной гонкой, Япония выбрала иной путь. Путь бактериологического оружия. В это время в самом сердце оккупированного Китая, недалеко от Харбина, действовал отряд 731, часть, отвечающая за водоснабжение, но на самом деле настоящая фабрика смерти. Под командованием Сиро Исии начались эксперименты, которые потрясли человечество. Отряд проводил чудовищные эксперименты на живых людях, которых называли бревнами и грузом. Сотни тысяч невинных жизней были уничтожены в жестоких испытаниях, призванных создать биологическое оружие, способное уничтожать целые армии. Важнейшие данные, полученные в отряде 731, стали основой для разработки химического и биологического оружия по всему миру. Это было признано настолько ценным, что преступники остались безнаказанными. Какова дальнейшая судьба этих монстров? Они не только не понесли наказание, но и продолжили свою жизнь в фармацевтической индустрии, став основателями компаний, работающих по всему миру. Масадзи Китано, один из руководителей отряда, умер в возрасте 91 года, а его наработки стали основой для разработки новых медицинских препаратов. Но истинная ценность всех этих научных исследований была заключена не в лекарствах. Это был настоящий кровавый скачок фармацевтики и биологии. Советы и США, используя информацию от отряда 731, сделали прорывы, которые привели к ускорению развития химии, биологии и фармацевтики на десятки лет вперед. Неприятная правда о фанте. Вторая мировая война не только изменила судьбы миллионов людей, но и породила неожиданные истории. Одной из них стала история напитка, который мы знаем сегодня как фанта. Все началось в 1939 году, когда Германия с восторгом приняла на ура Кока-Колу. Этот напиток быстро завоевал популярность по стране. Но все изменилось с началом войны. Когда США объявили войну Японии, поставки концентрата Кока-Колы прекратились. Но Макс Кайт, работающий в немецком филиале компании, не стал сдаваться. Он поручил своим химикам создать напиток, который мог бы заменить любимую газировку, используя подручные ингредиенты. И вот из отходов молочной сыворотки, яблочного жмыха и появился новый напиток. Так родилась фанта.
В 1942 году Фанта заменила Кока-Колу на заводах Германии. За год было произведено более 3 миллионов бутылок, и основным потребителем стали войска Германии. После войны Макс Кайт не стал нацистом, но его революционный напиток пережил несколько преобразований. В 1960 Кока-Кола выкупила Фанту, изменив ее вкус с яблочного на апельсиновый. Вот так началась глобальная история Фанты, которая теперь продается в более чем 160 странах по всему миру. Но что останется неизменным, это ее неожиданное происхождение в самое мракобесное время мировой истории. Загадка останков Гитлера. Загадка, скрытая за смертью Адольфа Гитлера, продолжает волновать умы. В 2000 году на выставке Государственного архива России были показаны его останки. Но каждый взгляд на эти экспонаты вызывал некоторые вопросы. Фрагмент обугленной челюсти, пистолет, из которого якобы он застрелился, все это было под стеклом. Экспозиция дополнялась мистическими символами вокруг. Но если говорить об останках Гитлера, то можно прийти к выводу, что с ними не все так однозначно. Никакой генетической экспертизы не проводилось. И как можно быть уверенными, что эти останки действительно принадлежат фюреру? Этот вопрос уже давно остается без внятного ответа. Почему не проверили ДНК? Безосновательная уверенность официальных источников, кажется, только подогревает подозрения. Что же с черепом? Его нашли только в 1946 году. Но с ним тоже не все в порядке. Он не имеет входного отверстия от пули. Это несмотря на то, что, согласно официальной версии, Гитлер выстрелил себе в рот после того, как принял яд. Экспертиза челюсти не обнаружила следов от пули. Так, чьи же останки на самом деле были выставлены в Государственном архиве? Среди множества таинственных историй о Второй мировой войне одна остается особенно загадочной. Нацистские базы в Арктике. Официально все подтвердили, что Германия построить базу в Антарктиде. Но что же там происходило? В 1941 году советская авиация зафиксировала немецкий самолет, который пролетал над островом Земля Александры. Спустя год, в 1942 советские летчики нашли в этом же районе неизвестную радиостанцию и странные сигналы. В 1951 году советский ледокол Семен Дежнев обнаружил первую базу на мысе Нимрод. Это была не просто станция. Здесь была радиовышка, склады, жилые здания. Оказалось, что в этом ледяном уголке действовала система военных баз нацистов, включая Кригсмарине и метеостанцию Шацграбер. Но таинственные находки не заканчивались. В 50-х годах, во время строительства аэродрома, рабочие обнаружили входы в пещеры, которые могли быть использованы для укрытия подводных лодок. Нацисты, как всегда, скрывали свои тайны в самых неожиданных местах. Сколько еще секретов скрывает ледяная пустошь? И были ли эти базы частью грандиозного плана по созданию нового Берлина в Арктике? Пока что нам остается только догадываться. Власти США и итальянская мафия. во время Второй мировой войны США и итальянская мафия Или крайне любопытное соглашение, которое оставило четкий след в истории. Власти, готовые на все ради победы, нашли неожиданных союзников – бандитов. Угроза вражеских агентов, скрывающихся среди беженцев, была реальной. Вспышка страха произошла после взрыва в порту, когда крупнейший транспортный корабль ВМС США «Нормандия» оказался в огне. Американцы заподозрили, что в стране действуют скрытые враги. Но что, если ключ к победе был вовсе не в чистоте рук? Мафия, плотно охватывающая Италию, оказалась источником жизненно важной информации. Эта информация помогла союзникам провести успешную высадку на Сицилии летом 1943 года. В Италии на протяжении столетий власть принадлежала не правительству, а мафии. Преступные кланы регулировали жизнь на юге страны, став там настоящими властелинами. Но с приходом Бенито Муссолини началась жестокая война с преступниками. Мафия была вынуждена скрыться, а многие ее лидеры перебрались в США. В ответ на это американцы предложили мафиози сделку – помощь в обмен на свободу действий. Взамен на информацию о фашистах они оставили мафию в покое. Результат был неоднозначным. С каждым годом преступность на улицах США росла. Мафиозные кланы получили контроль над наркотрафиком, проституцией и игорным бизнесом. Когда фашисты были побеждены, Америка далеко не сразу обратила внимание на своих новых союзников. И только спустя 30 лет страна начала бороться с мафией. Но было уже поздновато. Бандиты плотно впились в государственный аппарат, а преступность навсегда изменила лицо Америки. Итак, у нас налицо парадокс истории. В погоне за победой Америка оказалась в долгу перед итальянскими преступниками. НЛО Третьего Рейха. Вы когда-нибудь слышали об НЛО в Третьем Рейхе? Да, вы не ослышались. Все началось с загадочного ВРИЛ, основанного в 20-е годы прошлого века. Вскоре оно стало в центре внимания не только мистиков, но и немецких ученых. ВРИЛ утверждали, что общались с инопланетянами, но на самом деле это было прикрытие для разработки альтернативной физики. Уже в 1922 году они создали машину, способную не только летать, но и телепортироваться во времени. Да, вы правильно услышали. Телепортация.
Но реальные успехи начались в 1933 году. Германия готовила свои проекты, и вскоре появился колокол — секретное оружие, которое, по слухам, могло изменить ход войны. Но все это не сравнится с тем, что было дальше. В 1941 году мир впервые услышал о Врил-1 Ягер — дисколете с невероятной маневренностью. Эта машина развивала скорость до 7500 миль в час. И все это без ущерба для летных качеств. Однако, как бы ни были впечатляющими результаты, проект был закрыт. Почему? Экипаж не успевал реагировать на изменяющиеся условия. К 1944 году эти загадочные аппараты начали появляться на фронте. Они летали без зацепки, проходя над войсками союзников, которые не могли их перехватить. Подумать только. Летающие тарелки, которые скользили по воздуху, оставляют только вопросы. Но что стало с этими машинами и их создателями? Остались ли они в тайне, или же они все-таки раскрыли свои секреты перед теми, кто искал власть над миром? Ну а теперь давайте честно. Сложно представить, что кто-то может всерьез воспринимать тексты вроде изложенного ранее. Но, увы, это так. Люди любят тайны, загадки и готовы платить тем, кто обеспечивает их фантастическими рассказами под видом документальных исследований и разоблачений. Нам же вы можете заплатить всего лишь лайком.